Здравствуйте, дамы, господа и, конечно же, небинарные личности. В этом видео я разберу 8-й слой, точнее, как разберу. В первой части ролика будет сравнение игры с божественной комедией, которую я специально на днях перечитал для этого. Вторая часть будет посвящена лору новых персонажей и книгам. А третьей будет теоретическая часть, в которой будут мои догадки относительно бога, следующего прайма и может чего-то еще. Приятного просмотра! Итак, по Данте 8-й круг посвящен обманщикам. От обольстителей и льстецов до мошенников и любителей раздора, каждому посвящен отдельный ров, коих всего 10. В Ультракиле же, да, истинная натура слоя скрыта, и даже наказание на нем неизвестно. Что же до сравнений, я смог подметить несколько деталей. Наш дорогой Герион с последнего уровня в книге является стражем 8-го круга и тем, кто перенес на себе Данте с Вергилием со слоя насилия на слой обмана. Начало же свое он берет из греческой мифологии, где являлся великаном с 3 телами, что Хакита не забыл отразить в игре. Следующую схожесть я обнаружил в наказаниях из книги. Во-первых, одним из них было зарытие жертв вниз головой, пока миазмы жгли их тела. Согласитесь, схоже с тем, как нам постоянно инверсировали гравитацию на уровнях. Во-вторых, было наказание, где жертвам вывернули в другую сторону части тела. Здесь я уловил схожесть с Мира Рипером, но может это притянуто за уши. В-третьих, было на 8-м круге наказание, где у людей оставались открытыми раны, и первая описанная Данте жертва имела рассеченный от подбородка живот. Kinda схоже с Дескатчером, не находите? Не мог я забыть и о том, что именно в этом слое Данте поместил Улисса, скорее всего более знакомого для вас под именем Одиссей. Почему я заострил внимание на этом? А это вы поймете в последнем сегменте. Теперь пора приступить к лору внутри самой игры. Как я уже упоминал ранее, истинная сущность 8-го слоя скрыта за его иллюзорной натурой. Единственным примером, о ком можно точно сказать, что на него повлиял круг обмана, является Мира Рипер, состоящий из нескольких искаженных хасков и обитающий между пространствами. Но, хотя его можно использовать как пример обитателя этого слоя, стоит учитывать, что он является единственным таким, а значит, возможно, случившееся с остальными намного хуже. Дескатчеры являются попыткой ада повторить за паромщиками создание идолов, только вот вечная злоба их творца, проникавшая в статуи, в итоге раскалывала их на части. Неспособные дать любовь, которую им самим не давали, дескатчеры могут только вечно создавать кровавые карикатуры погибших и, управляя ими, повторять действия усопших, притворяясь, будто они все еще живы. Герион же, вероятнее всего, не отошел от той роли, которую ему дал Данте. Являясь древним демоном, он на протяжении тысячелетий бороздит слой обмана. Множество сознаний внутри него хоть и не способны общаться, но научились работать вместе в полной гармонии, благодаря общей цели, которая, по некоторым теориям, отличается от цели других демонов. А именно, возможно, Герион охотится не ради забавы, а чтобы избавить грешников от мучений. Провиденсы, существа чистого света, быстрейшие из низших ангелов, отправились в ад с одной целью – найти и вернуть Габриэля, дабы предотвратить гражданскую войну. Ради этой цели им было разрешено сохранить свое зрение при спуске в ад, что нарушает клятву, данную ангелами Господу в далеком прошлом. Пауры это по сути ангелы-фанаты Габриэля. Будучи буквально неполноценными, они всегда используют часть своей энергии для сохранения при себе бесполезной золотой руки, которая помогает им казаться целыми. До становления Габриэлем судьей ада, Пауэры придерживались его строгого стиля доспех, но в отсутствие Архангела его последователи снизили свои стандарты, прибегнув к тщеславию и пышности остальных ангелов. Ангелы бесполы, так что, несмотря на женственный голос, женщинами Пауэры не являются. Даже больше, обращение в мужском роде более уважительно, так выражается близость ангелов к Господу. А теперь пора читать. Книга на 8.2 расскажет нам о том, что человечество еще выживало. Да-да, после войны, после падения Эрфмуверов, оставались люди, желавшие выжить. Используя все возможные ресурсы и имея общее благо, к которому все стремились, народ, переживший худшие годы в истории человечества, объединялся ради спасения. Благодаря системам землеройки и шкур, те, кто некогда проживали на его борту, смогли связаться с целыми 4 другими общинами. А позднее, благодаря пожертвованиям крови от желающих, они даже смогли узнать, где находятся другие группы близких к ним выживших. Чем, однако, это закончилось, мы, к сожалению, не узнаем. Вторая же книга рассказывает об успехе людей. Несколько общин смогли клонировать коров и свиней, благодаря чему в рацион человечества постепенно возвращалось мясо, хоть многие и опасались его есть.
Также здесь находится подсказка о том, где искать секретный уровень, а именно в лифте. Настало время. Вещает ад. И монолог его прямо кричит. Человек не может без насилия, убийство заложено в нем. И если отбросить визг ада о том, что человек человеку волк, мы подметим другую интересную деталь. Я вижу ледяного Улиса, застывшего на темном, как вино, открытом море. Улис, тот самый, которого упоминал Данте, или же Одиссей. Я более чем уверен, что он будет третьим праймом, но об этом в теоретической части. Во второй книге же ад вновь кричит о том, что человек и насилие неразделимы. Если вычленять самое важное... Если честно, это довольно трудно, и мне кажется, что многое я сам не расшифровал из этих посланий ада. Если у вас будут идеи, то я счастлив увидеть их в комментариях. Но вкратце, что понял я, ад рассказывает, что люди стремятся к незапятнанному их грехом Эдему, но не способны достичь его, они не способны по-настоящему прозреть истину. Буквально, сознание человека не способно выйти за его грани, не способно выбраться за свои рамки. Глаз разума видит лишь бесцветный мир, утверждает ад. На этом мои полномочия все. Ну и, конечно, перестану игнорировать слона в комнате, ад втюрился в Люцифера. И бедному падшему ангелу крайне не повезло, ведь ад измеряет любовь в уровнях страдания. Кто такой бог Вольтракил? Да-да, эта статуя — это ложь. И весь Фраут — это ложь. И Виван тоже ложь. Но кто же тогда бог? Нам известно, что бог покинул мир Ультракила, и его более никто не видел. Кого еще более никто не видел? Ну о ком мы слышали? Верно, рыба второго размера. Окей, ладно, теперь серьезно. Только перед началом прошу учитывать, что весь дальнейший сегмент — это мои теории. Почему я уверен, что тут должен быть Люцифер, а не какой-нибудь Азазель? Во-первых, Люцифер существует в Ультракиле, бог буквально описывает, как отправил его в ад, заодно сомнение о его действиях. Во-вторых, кто здесь изображен? Перечислим. Михаил, Рафаил, Гавриил, Фануэль. Кто это? Правильно, архангелы. Я специально купил дополнение для Библии и прочитал его, дабы вкатиться в лор христианских ангелов. Эти четверо описываются как главные, ближайшие к богу ангелы. И кто, как не Люцифер, что считался следующим после бога существом, может быть изображен вместе с ними. Тем более в божественной комедии Люцифер есть важная фигура. Он находится на самом дне ледяного озера Кацит, которым является 9-й слой. Не отходя от темы озера Кацит, теперь я выскажу, почему следующим праймом, скорее всего, будет Улис Одиссей. Во-первых, он буквально был упомянут на этом слое, причем даже не один раз. Во второй книге Ада упоминается Итака, родина Одиссея, что так-то довольно сильная отсылка. Ну и когда он упоминается в первый раз, он упоминается как ледяной Улис, застывший на темном море. Типа... ледяное озеро Кацит, you know? Во-вторых, он так же как Минос и Сизиф является персонажем греческой мифологии. В-третьих, он упоминается в божественной комедии, где в аду он расплачивается со своей идеей с троянским конем. И в целом это все. Ну а теперь вы узнаете, почему именно образ бога появился на слое обмана, причем тут ранние христианские ереси, и почему бог мошенник. Но прежде, как вы отреагируете, если я вам скажу, что на 8.1 находится не одна статуя бога, не 2, не 3, а 4. Да-да, 4 статуи бога. 1, 2, 3 и 4. Вы скажете, как статуя льва с солнцем может быть статуей бога, а я покажу вам это. Лев с солнцем у головы. Так изображали гностические секты Елдаваофа, или же злонамеренного бога. Тут необходимо сделать справку. Елдаваоф – образ авраамического бога, ну то есть и христианского бога в гностицизме. Согласно учению гностицизма, Елдаваоф родился по ошибке, не идеальным, злобным созданием. Он создал материальный мир и запер души людей в физической оболочке, дабы они подчинялись и боготворили его. Однако, некоторые гностические секты допускали, что Елдаваоф не является полностью злым, а просто некомпетентным и невежественным творцом. К чему же это я? А к тому, что бог в Ультракиле – это именно что Елдаваоф. Судите сами, бог в Ультракиле желает властвовать, чтобы его слово было законом. Он не идеален, у него постоянно случаются провалы. И вновь он требует подчинения.
не хочет, чтобы у людей была свободная воля. А также, создав ад, Бог не способен избавиться от него. Он не всесилен. В конце концов, Елдовоов в мире ультракилла впадает в отчаяние. Его ошибки породили только боль. Он не просто не идеален. Он — это ошибка. И именно поэтому его образ, его статуя такая. По сравнению с представленными в предыдущей комнате ангелами, Елдовоов вовсе ужасен. Расплавленный, голый образ Творца, что никогда не способен правильно сделать свое творение. Поэтому он и появился на слое обмана, не потому что это не его настоящий образ, а потому что сам он по своей сути ложный бог. Таковы мои теории. Можете разнести в меня в комментариях, можете, не знаю, похвалить меня, мне будет очень приятно. Спасибо большое за просмотр.